Когда М-24 Чаффи был принят на вооружение, его 75 миллиметровое орудие считалось значительным улучшением по сравнению с предыдущими танками. Однако, скоро и его сочли недостаточно эффективным. Поэтому был запущен проект по установке 76 миллиметрового орудия с высокой начальной скоростью снаряда. Новый танк получил название Т-37. После нескольких этапов разработки Т-37 стал называться Т-41. Он стоит за моей спиной и называется также Walker Bulldog. Начнем с двигателя. Это 8-цилиндровый двигатель Continental мощностью 500 лошадиных сил. И это хорошо для машины, которая весит всего 20 тонн. Экипаж состоит из 4 человек. На бывшем месте помощника мехвода или стрелка курсового пулемета теперь находится укладка 76 миллиметровых снарядов. Место мехвода осталось впереди слева. Здесь установлена автоматическая коробка передач. Вместо отдельных рычагов мехвод теперь использует Т-образную рукоять управления. Также здесь всего 2 педали — тормоз и очень-очень большая педаль газа. Остальные 3 члена экипажа располагаются в башне. Место заряжающего в левой части башни. Он обслуживает 76 миллиметровое орудие. Рядом с ним 11 снарядов первой очереди. Остальные снаряды хранятся либо под башней, либо в передней правой части корпуса. С правой стороны на месте наводчика находится управление электрическим и ручным механизмами поворота башни. За наводчиком находится место командира. В большом отсеке в задней части башни, казалось бы, должны храниться дополнительные снаряды, но на самом деле там находятся радиостанции. Как вы помните, это легкий танк. Его основная задача — разведка, а не боевые действия. Хотя, почему бы и не выстрелить из 76 миллиметровой пушки по какой-нибудь очевидной цели? Подвеска в основном такая же, как и у Чаффи. По 5 опорных катков с каждой стороны, подвеска торсионная. Литые траки соединены одним пальцем, с резиновыми башмаками шевронного типа. Это легкий танк, поэтому бронирование не являлось приоритетом. Самая толстая броня находилась в передней части башни и в маске орудия и составляла около 38 мм. Броня в остальных частях машины в лучшем случае достигала 25 мм. И еще раз скажу, что этот танк не создавался для боя с танками противника. Он должен был сохранять боеспособность как можно дольше, чтобы осуществлять разведывательную деятельность. Кроме 76 миллиметровой пушки устанавливался спаренный пулемет калибра 7,62. Также на шкворень устанавливался пулемет калибра 12,7 для ведения зенитного или противопехотного огня. Для командира можно было установить еще один пулемет, в основном для ведения зенитного огня. У наводчика было 2 прицела — обычный перископический прицел, выходивший через крышу башни, и телескопический прицел, закрепленный соосно с орудием. Данный телескопический прицел спрятан за бронированной заслонкой. Если посмотреть снаружи на маску орудия, можно увидеть, где эта заслонка находится. Это дополнительная защита прицела. Обзор у мехвода в этой машине лучше, чем обычно. Как правило, у него было 3 перископа. Один находился впереди, второй слева, а 3 справа. Здесь же появилась возможность установить перископ в люк. Также у мехвода за левым плечом есть еще один перископ, он немного повернут назад. Может и недостаточно обзора для заднего хода, но уж точно больше, чем обычно. Танк хорошо оборудован для укладки вещей и инструментов. Бортовые ящики находятся по обеим сторонам корпуса. Еще один большой ящик установлен на задней части башни. Брезент на маске орудия обеспечивает простейшую защиту от дождя и ветра при плохой погоде. Основным вооружением является 76 миллиметровая пушка М-32, оснащенная Т-образным дульным тормозом и эжектором, чтобы экипаж не задохнулся от пороховых газов. Максимальная скорость танка составляла 72 км в час, что вполне неплохо. Однако двигатель потреблял так много топлива, что оно заканчивалось уже после 160 км в пути, и это при скорости меньше, чем 72 км в час. Изначально танк должен был называться просто «Бульдог», но после гибели генерала Уокера в Корее машину решили переименовать в его честь, и теперь она известна как Walker Bulldog. Танк получился по-настоящему хорошим. Он был мобильным и хорошо вооруженным, с хорошей радиосистемой. Это позволяло успешно выполнять задачи. Однако позже появилось еще одно требование. Танк должен был быть пригодным к перевозке по воздуху и помещаться в самолеты, которые становились все больше и могли перевозить более крупные танки. Танки М-41 не в полной мере удовлетворяли этому требованию, поэтому в итоге их заменили на более новые легкие танки. Но несмотря на это, М-41 долгое время находились на вооружении армий дружественных стран. И не забудьте посмотреть обзор Шилки, если еще этого не сделали. Или откройте плейлист и узнаете, в каких еще танках мы побывали.